Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Как же нам снова приятно встретиться с вами, уважаемые подписчики и зрители. Шлем ваш адрес пожелания здравия, здравия вашему телу и душе, а также весеннего, мирного настроения. Тему сегодняшнего видео подсказали наши подписчики, которые, как и мы, хотят понять механизм образования живой воды с помощью своей собственной энергетики тела. Мы постоянно учимся, анализируем, исследуем новые результаты, полученные в процессе трудов с растениями на Земле. И мы понимаем, что происходят сейчас кардинальные изменения в природе, в климате, в жизни. Почему? А потому что начинается новая эпоха, с которой меняется и энергетика Земли, изменяются вибрации, излучения в космосе, вибрации самой Земли и каждого из тех, кто живет на Земле. Мы вместе с Землей словно живем сейчас в двух эпохах одновременно. Постепенно уходят старые парадигмы, правила эпохи рыб, и одновременно начинают работать новые правила этого же правила эпохи Водолей. У знака рыб два хозяина – Нептун и Юпитер. Поэтому было столько отправлено энергии на разговоры о духовности, о возвышенной любви и о религии. Но что касается литературных произведений Пушкина, Лермонтова и других классиков, то это очень хороший результат этой эпохи. Ну а о религии и духовности здесь особая тема. Мы жили в мире иллюзий. Казалось бы, вода, стихия рыб, являясь хранительница информации, должна была раскрыть тогда глаза человеку и увидеть всю картину мироздания. Но в знаке рыбы сильна была черная луна. Она не давала возможности понять суть информации. Эпоха рыб – это возникновение, становление и рассвет религии. Церковь искусно использовала подключение к христианскому эгрегору человека через обряд крещения водой. Именно священники использовали известную узкому кругу информацию о крещенской воде. Они знали, что у Солнца есть 27-суточный цикл. За это время наша любимая и жизнь дающая звезда, то есть солнышко, совершает полный оборот вокруг своей оси. На 27-е сутки, тогда, в эпоху рыб, вся вода менялась и становилась живой. Но почему-то с 2022 года вода перестала быть живой. Церковь еще использует дни крещения и другие церковные праздники, и священники выполняют свои обязанности, крестя воду в водоемах, в колодцах. Мы, кстати, зная этот феномен солнца и воды, делали пару лет расчет дат, когда можно было заготовить священную воду самостоятельно, и делились информацией с нашими подписчиками на нашем канале. Мы и сами заготавливали такую воду и ею пользовались для выращивания растений. В первые месяцы 2021 года мы стали наблюдать в воде изменения. До 21 марта, до дня весеннего равноденствия, у воды энергетика была нулевой. Она и ни вкуса не имела, и какая-то была необычная, и без энергетики абсолютно. И вот после начала нового солнечного года, то есть после 21 марта, уже в конце марта и весной, постепенно вода стала оживать. И иногда она была похожа на такой редкий прозрачный кисель. Это я уже наблюдала где-то в мае месяце. И она начала что-то говорить. Вот как маленький ребенок, первые слоги какие-то шли. Вот действительно такое ощущение было. И вкус у нее стал меняться. Вот он стал немножко сладковатый.
В это время стали интенсивно проходить в наших телах множество трансформаций. Но это особая тема. Главное в изменениях на планете это было рождение новой воды. Мы же состоим из воды, и все изменения воды в недрах планеты, на самой планете прямо были связаны с изменением самой воды в наших телах. Мы рождались заново, и этот процесс продолжается. Тогда мы задавали себе и воде вопрос, что происходит? Что с тобой водится и что с нами происходит? Почему вода в колодцах исчезает, в некоторых водоемах буквально за несколько месяцев полностью высыхает? Если есть у человека вопросы и желание найти ответы, то приходит нужная информация. Так и нам пришла информация об исследованиях этого вопроса от академика Валентины Юрьевны Мироновой. То, что мы ощущали на практике, ученая-исследователь объяснила на научной основе. Валентина Юрьевна привела примеры разумности воды, которую исследовали различные ученые. Вот только один из фактов, научно доказанных фактов учеными. Ученый-практик Зенин доказал, что в воде нет хаотического движения. В воде разумная гармония как первооснова жизни. Вода имеет клеточное строение, а структура воды и структура пространства одно и то же, и законы здесь одинаковы. Память воды имеет два типа – первичная и долговременная. Благодаря этому свойству вода перенастраивает свои матрицы для принятия нового опыта, который ей нужен. Вода – живая сущность, как и земля, как и мы, и как все, что нас окружает. Но вода – это особая живая сущность. И она живет всегда в неожиданной форме, дифференционно-фазовой. Поэтому человек, состоящий из почти 90% воды, способен к постоянному перепрограммированию на клеточном уровне, в том числе и на восстановление ДНК. И у Мироновой мы узнали, что формула воды уже не H2O, а нечто где-то среднее между H6O3 и H12O6. Почему среднее, спросим? А потому что живая вода сама выбирает, в какой формуле ей проявиться. Но почему это происходит сейчас, а не в эпоху рыб? Мы живем в интересное время. Мы являемся очевидцами процессов умирания старого мира и рождения нового мира. Мы с вами соучастники перехода из космического века рыб в век Водолея. На Землю сейчас приходят энергии Урана, Сатурна и Нептуна. Стихия эпохи Водолея – воздух. Уран – планета стихии воздуха, а значит, сила Урана будет максимально проявлена. Кстати, символ Урана – это молния. Уран – прямой канал к информационному полю Земли, а также он дает нам, каждому человеку, уникальную возможность силой своей мысли создавать миры, образы, мыслеформы. Уран не дает нам время для того, чтобы раскачиваться, изучать, размышлять. Нужно очень быстро осознать большую степень ответственности за каждую свою мысль, за каждое слово, за каждую эмоцию, за каждое действие и перестать жить в страхах, следовать за страхами, которые просто ежеминутно создает СМИ. Да пусть себе создают, не смотрите телевизор, не слушайте радио и так далее. Это их такая участь для того, чтобы испытать наш дух. Что же из вышесказанного можно взять каждому зрителю или слушателю, а особенно нам, огородникам, садоводам, цветоводам, тем, кто живет на земле и трудится на земле? Вода
Это живая сущность. Еще раз повторю и буду много раз повторять. Живая душа. Она наш сотворец, соучастник создания нового мира. Она готова творить чудеса в нашем теле, активизируя все наши нити ДНК для оздоровления, омоложения нашего тела. И, естественно, нужно творить эту работу вместе с водой каждый день, а не ждать время от времени что-то делать и ждать из моря погоды. Давайте будем так делать. Уважаем воду. И больше не используем химические различные препараты и всю химию для выращивания растений. Вода готова трудиться с нами вместе и ждет приказа от человека, на которого с большой надеждой смотрят множество божественных участников этой уникальной игры на Земле, игры перехода из эпохи рыб в эпоху водолей. Что же нужно нам, человеком, чтобы стать сотворцом, создателем с помощью воды? Первое. Вот то, что мы делаем. Проснулись. Поприветствовали свои клеточки, органы, системы простой фразой. Мы есть здоровье, мы есть гармония, мы есть мир, мы есть радость. Вода всех клеточек вашего тела мгновенно принимает приказ хозяина тела и занимается настроем именно на эти высокие вибрации. Ведь это указ на высокие вибрации. Второе. Не включаем, забываем о том, что есть телевизор, есть какие-то программы новостные, и не читаем газеты с массой негативных ситуаций. Им просто нужно для подписки вот эта негативная информация. Она нам не нужна. Энергия – это информация разрушающая. Она разрушает тот ваш утренний указ постепенно и подступно. Даже вы утром вот проговорили все, настроились, и снова же что-то услышали, и все, и потеряли вот эту золотую нить, струну, в которой находились и в связке с Творцом, и воду вот так настроили. Лучше всего общаемся с теми родными и близкими по духу людьми, которые тоже позитивно настроены. А негативщики отпадают сами собой. Я заметила, это так интересно происходит. И нечего жалеть о них. Это их выбор. Общайтесь с домашними животными, птицами, деревьями, с растениями рассадными, с первоцветами, с цветком на подоконнике. Удерживайте позитив, общаясь с природой. Она откликается на радость и на наш позитив, на наше солнечное настроение. Вот в таком состоянии позитивного творения сейте семена, работайте с растениями и готовьте живую воду, а можно и даже питательную воду. Для этого наберите в любую емкость воду и в состоянии радости, мира дайте задание, вот такое задание в воде. Водичка, ты моя прекрасная подружка, помощница. Я тебя очень люблю. Наполнись энергией и нужными питательными веществами для дружных всходов семян, которые я сею. Для моих рассадных растений, помидоров, перцев, баклажанов, цветов, капусты, которые я буду поливать. Благодарю тебя, моя волшебница, помощница. Вот так проговорили, и вода откликается сразу же. Кстати, можно так вот наговаривать воду и пить, и вы увидите, просто сопоставьте воду до такого приказа и разговора с водой по вкусу, и после этого это большая разница. Попробуйте. Такую воду можно готовить в любом количестве для полива в любое время. И она действительно волшебная, жизнетворящая получается. И она получается именно только у того человека, у которого высокие вибрации. А высокие вибрации – это радость, спокойствие, мир, гармония внутри и в душе. Каждое утро начинаем день с набора воды в чашку
и обращение к воде. Это у нас в семье уже вот так вот установилась такая традиция. И каждый говорит: благодарю тебя, водичка, за здоровье, за мир, за гармонию, за радость, которую ты мне даришь. Я есть свет, я есть мир, я есть гармония на земле. Вот так самостоятельно сотворяйте живую, священную воду в любой момент своей жизни. И не надо ждать 19 января, 15 февраля и так далее, чтобы священник осветил воду. Магнитные решетки Земли перенастроены, они же в другом месте Земли созданы. И Солнце включилось на новые высокие вибрации, вибрации счастья, радости, удачи, мира, изобилия. Священники уже многие знают и понимают ситуацию, но они пока еще находятся в старой энергии эпохи рыб, хотя некоторые уже переключились. Мы сегодня ответили на несколько вопросов о воде нового времени, которую можно на полную мощь использовать на созидание или же, хотела не говорить, но скажу, помните, там, где эмоции войны, разрушений и страхов, там и происходят наводнения, землетрясения, другие катаклизмы. Ну а у нас с вами все совсем по-другому. Мы есть мир на земле, мы есть гармония, счастье, радость. Да будет так и так есть. Будьте все здоровы и до новых приятных встреч на нашем канале.